Как молодой застройщик Дональд Трамп сумел отвоевать себе участок на самой дорогой улице? Какие архитектурные замыслы скрываются за зеркальным фасадом этой башни? И почему до сих пор вокруг нее не утихают скандалы? Сегодня я разберу Трамп Тауэр от основания до шпиля, от блеска бронзы до бетонного каркаса. Впрочем, эта история не про архитектуру, а про амбиции и американскую мечту. Завоевание Пятой авеню. В 1978 Дональду Трампу было всего 32. Он уже тогда выделялся напором, тщеславием и неумением мириться с ролями второго плана. Его главным козырем был отец, Фред Трамп, строитель, девелопер, имя которого знали в Нью-Йорке. Но не в самом сердце города, где сверкают витрины дорогих магазинов, а в окрестностях, где дома проще, а амбиции скромнее. Дональд жаждал большего. Ему нужно было признание не районного масштаба, а всемирное, чтобы имя его стало символом, вырезанным на горизонте Манхэттена. Он заключает союз со страховой компанией, владевшей участком в самом сердце города. Это партнерство рождалось не из доверия, а из расчета. Компания искала капитал, Трамп – способ пробиться наверх. Вместе они берут кредит 130 миллионов долларов. По тем временам сумма почти астрономическая, особенно для новичка. Нью-Йорк тогда едва оправлялся от кризиса. Фонды на нуле, улицы исписаны граффити, преступность не побеждена. Но Пятая авеню оставалась витриной успеха. Здесь все еще отражалась мощь американского капитала. Цена аренды росла быстрее, чем небоскребы. На углу Пятой авеню и 56-й улицы возвышалось здание универмага Bonwit Teller. Построенное в 1929-м, оно было элегантным примером ар-деко. Лепнина, витрины, утонченность эпохи джаза. Архитектурная драгоценность, оставшаяся нетронутой даже бурями кризисов. Именно туда направил свой взор молодой Трамп. И он покупает Bonwit Teller. На фасаде универмага были две скульптуры, известняковые барельефы с танцующими женщинами, настолько ценные, что музей Метрополитен попросил передать их в коллекцию. Трамп согласился. По его словам, если демонтаж не потребует лишних расходов и не нарушит сроки, скульптуры отдадут музею. Говорили о сумме не выше 9 тысяч долларов. Но летом 1980-го рабочие разбивают барельефы отбойными молотками. Раздробленный камень уходит в мусор. Официальная причина – демонтаж обошелся бы в $500 000 и задержал стройку. Общество взорвалось, газеты кричали о вандализме. Один из кураторов Метрополитен назвал это непростительной культурной слепотой. Так грянул первый крупный скандал в карьере Трампа. Он показал, ради сроков и выгоды он готов идти на все, даже если на пути искусство. Архитектура, бетон, мрамор и водопад. Проектировать башню поручили архитектору Деру Скатту, мастеру корпоративной архитектуры и специалисту по визуальной драматургии фасадов. Перед ним стояла задача создать узнаваемый символ, архитектурный автограф, заметный с любого угла Пятой авеню. С первого взгляда башня выбивается из общего ряда. Никакого мрамора, никакой полированной стали, лишь драматичное, почти черное стекло, отражающее, холодное, надменное, и металл не стерильный хром, а бронза с густым золотистым отливом. Здание словно черная глыба, вставленная в ткань города с ювелирной точностью. Но за выразительностью кроется расчет. Трамп Тауэр все подчинено прибыли. Южный фасад спроектирован ребристым, с выступами, каждый из которых дает еще один угол, а значит еще одну угловую квартиру. А именно такие апартаменты считаются самыми дорогими. Главное пространство башни – атриум. Шестиэтажный зал, открытый публике. Именно благодаря его созданию Трамп получил от города право поднять здание выше официального лимита. Но он решил пойти дальше. Атриум стал витриной собственной роскоши. Стены, колонны, лестницы – все облицовано редким мрамором, который добывается в единственном карьере на юге Италии. У него особый оттенок – персиково-розовый, с прожилками, напоминающими потеки золота. Латунь повсюду, это в перилах, светильниках, дверных ручках. Даже рамки витрин отлиты из нее. Внутри там магазины, среди которых Гуччи и Тиффани, рестораны и сам Трамп Грилл. В зеркальных панелях все отражается, удваивается, множится. Возникает ощущение, будто ты внутри глянцевой иллюзии, где не существует ни верха, ни низа, только бесконечные отражения. Центр этого театра – водопад. Поток воды спускается по мраморной стене высотой почти в 60 футов. Это не просто эффектный элемент. Это прием, шум воды, движение, свет. Все рассчитано на то, чтобы задержать посетителя, вызвать у него ощущение успеха, уверенности, статуса. Трамп Тауэр стал первым в Нью-Йорке проектом такого масштаба, выполненным по принципу смешанного использования. Когда в одном здании сочетаются жилье, офисы и коммерция. Это сработало. Офисные этажи арендовали быстро, апартаменты покупали знаменитости, а туристы стекались в атриум. Поглазеть на роскошь и, возможно, встретить самого Трампа. Цифры, которые поражают воображение.
Я приведу всего лишь несколько цифр, которые поразят ваше воображение. Объем бетона, потраченного во время строительства, примерно 59 тысяч кубических ярдов. Этого хватило бы, чтобы залить фундамент под 4 бруклинских моста. Масштаб почти нечеловеческий. На остекление потрачено более 5000 зеркальных панелей. Общая площадь свыше 240 тысяч квадратных футов. Это примерно как 3 полноразмерных футбольных поля, сверкающих на солнце, как лед в полдень. В атриуме около 26 тысяч квадратных футов редкого итальянского мрамора Бреча Перниче. Его добывают в единственном карьере в мире. В башне установлен один из самых быстрых лифтов того времени. Поднимается с лобби в пентхаус за 45 секунд. Темпы возведения удивляли специалистов. Один этаж каждые 2 рабочих дня. Для Нью-Йорка тех лет это был абсолютный рекорд. Стройка шла как по часам, быстрый, отточенный, почти военный ритм. Ну а если вы задумываетесь о строительстве, будь то коммерческий объект или жилой дом, обратитесь к профессионалам из производственного объединения «Система». Это ведущее производственное предприятие с полным комплексом работ и услуг от проектирования модульных зданий и домов различного назначения, любой степени сложности до разработки дизайн-проектов, включая и внутреннюю отделку. Ребята дают гарантию на свою работу, что очень важно в наше время. От япончика до Стивена Спилберга. Во время строительства погиб один рабочий, а позже из-за сорвавшейся с крана стеклянной панели погиб прохожий. Тем не менее, здание было завершено. Оно стало первым небоскребом в Нью-Йорке с бетонным каркасом. Это усложнило строительство нижних этажей, но позволило возводить верхние с поразительной скоростью. Один этаж каждые 2 дня. Строительство Трамп Тауэр началось в 1979. Башня должна была превзойти все вокруг, стать выше, глянцевее, заметнее. Даже если для этого пришлось бы добавить этажи в рекламных материалах. Официально здание насчитывает 58 этажей и поднимается на высоту 662 фута. Но верхний уровень значится как 68-й. Трамп объяснял это тем, что высокий атриум якобы заменяет собой 10 этажей. На деле же с 6 по 13 уровни просто отсутствуют, а потолки на остальных действительно выше нормы. Это был маркетинговый прием. Апартаменты, начинающиеся с 30 этажа, звучат куда престижнее, чем с 15. Эта практика позднее распространилась, но именно здесь она стала визитной карточкой маркетинга недвижимости. С февраля по ноябрь 1983 башня открывалась поэтапно. Атриум, офисы, магазины, жилые этажи. Коммерческие площади долго оставались пустыми, но апартаменты раскупили почти мгновенно. Продажи принесли около $300 миллионов при изначальной смете в 100 миллионов, которая впоследствии выросла до 200. Жилых квартир было 263. Они оформлялись в стиле, который Трамп позже назовет уравновешенной роскошью. Латунь, зеркала, нейтральные кухни. Именно здесь снимались сцены телевизионного шоу «Кандидат», включая ту самую переговорную, где выносились вердикты участникам. Позже это помещение стало политическим штабом. Башня окончательно слилась с образом Трампа. Пентхаус трехуровневый, площадью около 11 тысяч квадратных футов. Сначала был оформлен дизайнером Анджело Донго в черно-белой гамме, но со временем интерьер изменился. Золото, колонны, лепнина, стиль, напоминающий римскую роскошь, переосмысленную через вкусы 80-х. Здесь Трамп жил с Меланией и сыном Бэроном. Среди жителей башни известные имена: актер Брюс Уиллис, режиссер Стивен Спилберг, актриса Софи Лорен, футболист Криштиану Роналду, мексиканский магнат Хуан Бекман, экс-президент Гаити Жан-Клод Дювале. В 90-е здесь снимал квартиру и Майкл Джексон. Среди арендаторов отметился даже Вячеслав Иваньков, он же Япончик, связанный с российской мафией. Среди арендаторов авиакомпания Qatar Airways, футбольная ассоциация Северной Америки. Промышленный банк Китая арендовал 3 этажа и платил около $2 миллионов в год. Позже к арендаторам присоединилась президентская кампания Трампа, а затем и связанный с ней политический комитет. Башня не раз становилась ареной трагедий. В 2018-м пожар на 50-м этаже унес жизнь арт-дилера Тодда Браснера. Причина – перегрев проводки. Система противопожарной защиты не соответствовала современным нормам, спринклеров в квартирах не было. В том же году произошел еще один пожар, а в 2020-м у входа на тротуаре появилась надпись «Black Lives Matter». Акция, организованная мэром Нью-Йорка. Сам Трамп назвал это оскорблением. Башня Трампа в шоу-бизнесе.
В культовом фильме «Один дома 2», затерянный в Нью-Йорке, В интерьерах башни Трампа разыгрывается сцена, в которой маленький Кевин МакАлистер, заблудившийся в отеле Плаза, обращается к прохожему мужчине с вопросом: «Извините, где здесь вестибюль?» и получает в ответ: в конце коридора и налево. Прохожий — это Дональд Трамп, владелец отеля в тот момент. Его появление длится всего несколько секунд, но вошло в культурную память эпохи. Хотя сцена по сюжету происходит в отеле Плаза, многие интерьеры, под особенно роскошные холлы и лестницы, были сняты именно в Трамп Тауэр. Башня Трампа в Нью-Йорке притягивает для киношников. Она не раз становилась фоном или действующей локацией для голливудских историй. В «Темном рыцаре. Возрождение легенды» ее интерьеры служили вымышленной штаб-квартирой Wayne Enterprises, той самой корпорации, за которой стоит Брюс Уэйн, он же Бэтмен. В комедийном боевике «Копы в глубоком запасе» герои врываются в здание башни на автомобиле. Сцена одновременно гротескная и символическая, словно вторжение в бастион роскоши. Вовне себя пентхаус Трамп Тауэр используется как пространство для философского триллера об перенесенном сознании, а в областях тьмы — для визуализации ускоренного успеха героя, переживающего взрыв когнитивных возможностей. Даже в фантастическом хаосе «Трансформеры 3. Темная сторона Луны» башня Трампа становится декорацией апокалипсиса, словно символ уязвимой стабильности. А в видеоигре Grand Theft Auto 4 ее архитектурный двойник вплетен в ткань виртуального Нью-Йорка, как часть узнаваемой и одновременно ироничной урбанистической мифологии. Появилась и книга, роман под названием «Трамп Тауэр», якобы написанный самим Трампом. Его имя на обложке, но этот триллер создан нанятым писателем Джеффри Робинсоном. Как обманули гастарбайтеров из Польши. Трамп Тауэр взлетала вверх, как будто в ускоренной съемке, этаж за этажом, день за днем, без остановки. Как если бы не было ни сна, ни усталости. Это был спектакль инженерной эффективности, архитектурного триумфа и личного брендинга. Но за кулисами этого шоу скрывалась другая история. Тех, кто поднимал башню своими руками. Для расчистки участка был нанят подрядчик, который, в свою очередь, привлек около 200 нелегальных рабочих. Их называли просто «Польская бригада». Это были иммигранты без документов, чужие среди небоскребов, без прав, без страховки, без голоса. Они работали по 12 часов в день, 7 дней в неделю, без выходных и без элементарной защиты. Каски не выдавали, респираторов не было. Только асбестовая пыль, канцероген, чьи смертельные последствия проявляются спустя годы, а иногда десятилетия. Их труд стоил 4, в лучшем случае $5 в час. Деньги передавались из-под пола наличными. Для сравнения, официальная профсоюзная ставка начиналась с 12. Некоторые рабочие ночевали прямо на стройке. Не от преданности проекту, а от нищеты. Плата задерживалась или не выплачивалась вовсе. Они были не просто дешевой рабочей силой, они были невидимками, растворенными в цементе и бетоне будущего символа роскоши. Полякам угрожали депортацией, адвокату профсоюза угрожали фиктивным иском от Джона Барона, вымышленного представителя компании. Позже выяснилось, за этим именем стоял сам Трамп. Суд длился 16 лет. В итоге была выплачена компенсация — $1 375 000. Когда башня уже ослепительно сияла на 5-й авеню, один из этих рабочих подал в суд. Его поддержал профсоюз. Судебная тяжба растянулась почти на 20 лет. Суд признал Трампа виновным в уклонении от уплаты в профсоюзные фонды. Компенсация выплачивалась тайно, в рамках мирового соглашения. Сумма осталась закрытой, но прецедент остался в памяти, как шрам под гримом. Политический штаб Трампа. «Лучшая башня в лучшем месте», — говорил Трамп. И повторял до тех пор, пока в это не поверил весь рынок. Архитектура как спектакль, юридические уловки, маркетинг как стратегия. Все это превратило здание не просто в объект, а в бренд. Но с начала 2000-х башня все чаще становилась ареной не архитектурных, а политических событий. Именно отсюда Трамп вел свою кампанию. Именно в фойе башни он объявил о выдвижении на пост президента. После выборов 2016-го Трамп Тауэр стал Белым домом Севера. В этих стенах шли встречи с генералами, советниками, главами государств. 5-ю авеню перекрывали, устанавливали барьеры, соседи жаловались, жизнь превратилась в осаду. Башня оказалась в самом эпицентре политического шторма, у ее стен стояли митингующие, днем и ночью. Кто-то выкрикивал слова поддержки, кто-то протесты. Здесь на фоне сверкающего фасада сталкивались идеологии, страхи и надежды. Трамп Тауэр превратилась из символа успеха в символ раскола. Упадок башни. В наши дни блеск, некогда окутывавший башню, поблек. Сегодня ее архитектура кажется почти наивной, настолько демонстративна ее роскошь. Но в этом и суть. Здание стало зеркалом эпохи, в которой было построено, и человека, который эту эпоху сформировал. Она стала выглядеть заброшенной, чужой в ландшафте изменившегося Нью-Йорка. К 2024 году в здании оставался лишь один крупный арендатор – бренд Gucci.
Торговый атриум пустел, как и сам имидж башни. Общественный интерес остыл, но это не значит, что интерес исчез. Просто он сменил направление. Теперь внимание к Трамп Тауэр исходило не от туристов, а от прокуроров. Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк и окружная прокуратура Манхэттена сосредоточили усилия на этом здании как ключевом элементе в цепочке подозрительных операций, связанных с завышением размеров капитала Дональда Трампа для получения кредита. Башня больше не трофей, а улика. А что думаете вы о Трамп Тауэр? Архитектурный шедевр, символ амбиций или мраморный памятник эпохи, которую мы только начинаем по-настоящему понимать? Напишите в комментариях, поделитесь этим видео, если оно дало вам новый взгляд на знакомый силуэт. И не забудьте подписаться, у нас впереди еще много историй, скрытых за фасадами.